Hamatix Box R 4K+. Вот, пожалуйста, Box R 4K+. Это очень крутой ТВ-бокс. И сегодня мы рассмотрим топ-10 причин, почему именно он сейчас вообще в топе и почему его необходимо приобрести. Так что топ-10 причин купить Hamatix Box R 4K+ в 2025 году на канале Технозон. Поехали. И без лишней воды. Первая причина – это полный сертификат. Вы видите перед собой сейчас ТВ-бокс. О чем говорит полный сертификат? Это значит, что у него есть такие вот, если говорить техническими штучками, например, Widevine L1 сертификация, есть PlayReady DRM и тому подобные штуки, которые дает, там, грубо говоря, Microsoft и Google. И это значит, что все сервисы по типу, вот смотрите, Megugo, там, Nexon, Sweet TV, Kyivstar, ну, там еще ЮТВ, вообще любые, Amazon Prime Video, они будут работать в полном качестве с полным набором фильмов. А самое интересное, что если вы, например, в Украине хотите пополнять очень-очень дешево вот эти вот все украинские сервисы, то, пожалуйста, в описании под видео есть ссылка, ну или просто сосканируйте QR-код на экране, перейдете на очень-очень вкусные цены. Поверьте, таких нигде нет. Но у нас есть сразу же вторая причина. А вторая причина — это сертификация Netflix, потому что это сейчас один из топовых продуктов. И именно наличие сотен миллионов зрителей говорит о том, что это сейчас топ-продукт, и здесь он конкретно в полном качестве. И это, конечно же, 4К, Dolby Vision с Dolby Atmos, еще и с автофреймрейтом. То есть Netflix на этом ТВ-боксе имеет автофреймрейт. Это немаловажный аспект. То есть если вы хотите смотреть в максимальном качестве Netflix, то этот бокс действительно подходит. Третья причина — это классический Android TV. Не Google TV, а именно Android TV, у которого можно все передвигать, скажем так, все кастомизировать вот эти вот каналы рекомендаций. И плюс, если пойти в настроечки и в параметры устройства и увидеть про устройство, мы увидим, что это Android TV 12. И что самое интересное на текущий момент, подтвержден уже выход Android TV 14. Немаловажный аспект. Ну, следующий аспект, да, конечно же, сетевые модули. Вот покажи, пожалуйста, лисичка. Здесь у нас есть LAN RJ45 на 1000 мегабит, а Wi-Fi-чик что 5 ГГц, что 2,4 тулят, как сумасшедший. То есть Wi-Fi модули здесь просто песня. Следующая причина — это поддержка Dolby Vision, при этом адаптивного Dolby Vision, 5-8 профиль, если вы в Android. И знаете, что еще? Можно, если немножечко заморочиться с Core Elec, это Linux-подобная система, то можно, в принципе, даже 7 профиль с 2 слоями воспроизводить. А вот на этом моменте могу вам сказать, что, во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, во-вторых, ссылка на проверенных продавцов у нас в описании под видео, кстати, там есть ссылочка и на AliExpress, и на проверенного продавца в Украине. А вот, кстати, отсюда же вытекает и 6-й пункт. Это HDR10 и HDR10+. Если вы не знали, HDR10+, такой же примерно стандарт, как Dolby Vision, тоже с метаданными, скажем так, динамическими. То есть HDR10 это на весь фильм у нас HDR, а HDR10+ и Dolby Vision это каждый кадр, кадр за кадром, динамические метаданные. И здесь у нас есть HDR, HDR10+, еще и все это в адаптивном HDR работает. Плюс, если уж говорить про HDR, то, конечно же, у нас есть ютубчик с HDR, с поддержкой AV1 кодеком. И, конечно же, видите, я сейчас включил диагностику, у нас 2160p, а это именно полный 4К с HDR-чиком. И вот, пожалуйста, с HDR, VP 9.2, AV1 кодек, неважно, он проигрывает практически все современные кодеки. А знаете, что еще есть? Это же сертифицированный ТВ-бокс. Например, вы можете кастить ваш контент прямо с вашего смартфона на телевизор. Ну, вот моя подружка тут она лежит. Потом, вот, например, видосик свой могу, да, там взял и закастил, оно там показывает. Ну, я просто в своем амплуа ежедневном, вот так вот я хожу по улице. То есть это действительно круто. А еще одна, кстати, причина купить его. А вот следующим пунктом у меня пульт. И я вот не зря держу смартфон, потому что, смотрите, покажи, пожалуйста, лисичка, поближе. Когда я включаю, например, проигрывать ютубчик, у нас включается здесь пульт управления. Автоматически, если у вас телефон Android, вы можете использовать, вот я сейчас, видите, можете использовать пульт, просто-напросто сделав сопряжение,
у вас появляется пульт. Но это все мелочи жизни, потому что пульт здесь шикарен. Во-первых, он с кастомизируемой кнопочкой. Вот, пожалуйста, здесь кастомизируемая кнопочка. Во-вторых, у него есть инфракрасная дополнительная опция для управления, например, вашим телевизором. Также вы можете управлять им саундбаром, ресивером. Это классный пульт, действительно. И это в отличие от, например, того же Google Chromecast, скрипячее какое-то Guano. Здесь это все очень-очень плотненько и классно сделано. Да и не сильно-то громкий, послушайте. И, конечно же, с голосовым поиском. Смотрите, Vimeo Media Player. Пожалуйста. И, конечно же, отсюда вытекает следующий, 8-й пункт уже, это автофреймрейт. Объясню. Сначала, когда его выпустили, был еще Android TV 11, там с автофреймрейтом его решали через TV Quick Action. Потом это все выпустили Android TV 12, он обновился автоматически, автофреймрейт появился у нас в полном формате, то есть на всех частотах. Смотрите, если мы сейчас зайдем в диагностику, пожалуйста, мы видим у нас и дробные, и целые частоты, и тут как бы вообще вопросов нет. То есть автофреймрейт активируется в меню, можете отключить, если вас это раздражается, но автофреймрейт есть. А вот предпоследний пункт, он очень прикольный. Для любителей объемного звука, конечно же, DTS, DTS HD, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus и Dolby Digital Plus у нас есть в этом TV-боксе. Вы можете подключать его, смотрите, через SPDIF-чик. Ну, конечно же, через SPDIF, через оптический вы получите, скажем так, неполные форматы. Здесь будет простой DTS и Dolby Digital. Через HDMI вы можете получить полный спектр классных звуков. Кстати, вот этот вот диодная, вот эта вот лента, она отключаемая, либо регулируемая. Там, кстати, все в меню есть. Ну а самый последний пункт, наверное, самый интересный, это вот, например, у этого TV-бокса, смотрите, есть наличие Type-C 1, да, и Type-C 2. Если Type-C 1 не удивишь там, потому что есть это на Rocktech G2, там и на других TV-боксах, и используется в основном вот этот вот Type-C для DVB S2 и T2 модулей, да, они такие есть, ссылку тоже закину в описании под видео, то вот этот вот нижний, сейчас мы прям ждем, потому что под него выходит саундбар, в который вы просто его вставляете. И выходит еще многоканальная система звука Bluetooth с очень низкой задержкой, в которой вы тоже в основной блок просто вот так вот взяли и вставили его, и все. И вот это то, чего я жду. Конечно же, будет обзор на нашем канале. Отличная штука. Это было 10-е. Это вот то, что развивается экосистема. Это было 10-е, скажем так, у нас место. А мы его, конечно же, рекомендуем. Ссылки все в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.